Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, и сегодняшний расклад мы делаем на неделю с 12 по 18 января. Давайте посмотрим, что же рыбок ожидает, какие карты вам сегодня выпадут и что интересного произойдет непосредственно у вас. Я напомню, что вы можете оставить лайк, оставить сообщение, комментарий, под этим видео, а также подписаться. Кто еще не подписан, пожалуйста, сделайте это, чтобы не пропустить мои расклады в дальнейшем. Итак, рыбки, давайте посмотрим, что же вас ожидает на неделе с 12 по 18 января и какие карты, соответственно, у нас сегодня выпадут для вас. Итак, рыбки. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть карта звезда. В самом начале карта звезда, карта надежд, планов, каких-то, не знаю, может быть, ситуаций, которые вас вдохновляют, заставляют двигаться вас к вашей цели, к тому, что для вас является приоритетным, перспективным, собственно, то, что вас заставляет делать дальнейшие шаги в вашей жизни повседневной. То есть что-то дает вам веру, надежду, вам есть во что верить, вам есть о чем мечтать. Карта звезда, она о том, что вы можете здесь чему-то учиться, как получать образование, развиваться, чтобы приблизить свою мечту, опять-таки свою цель ближе к реальности. Карта звезда может говорить про общение с человеком знака Водолей. Для кого-то из вас это важное значение может иметь такое общение с человеком знака Водолей. Итак, рыбки, давайте посмотрим, на что же вы здесь надеетесь и что для вас несет эта карта звезда в понедельник. Рыбы, карта принцесса кубков. Надежда на получение хороших новостей, надежда на хороший какой-то импульс, шанс, возможность от Вселенной, которая вам здесь дается. То есть вы верите, вы хотите верить, что какая-то ситуация не потеряна окончательно, что есть еще возможное улучшение впереди, что есть еще надежда и вера в то, что ситуация исправится, что она возродится, что, я не знаю, что что-то вот такое очень хорошее, светлое, доброе произойдет там, где, возможно, вы уже отчаялись или не ожидали результат. Дальше. Возможно, что-то это связано с водным знаком тоже, как вы, потому что все-таки принцесса кубков. То есть вы ждете вот этой хорошей вести. Дальше идет, собственно, десятка и десятка мечей. Она здесь так интересно изображена, но вот десятка мечей про, вообще она про стресс, она про какое-то ощущение некомфорта, дискомфорта или каких-то неприятностей, в которых вы можете здесь находиться. Не совсем понятно, что здесь имеется в виду на самом деле, что именно у вас здесь доставляет вам такой неуют, неудобство, то есть как ощущение усталости, может быть, просто усталость, не знаю, усталость, стресс, может быть, работы много, даже не знаю, десятка мечей. Давайте посмотрим, рыбки, что здесь еще может быть. Карта правосудия, карта весов, возможно, общение с человеком знака весы, либо какая-то ситуация здесь конфликтная возникает, вам она не дает покоя. Возможно, вы здесь по правосудию хотите какого-то баланса, честности от другого человека и в стрессе находитесь от того, что что-то несправедливо или неправильно, и вам хочется достичь опять-таки равновесия в отношениях с кем-то или в решении какого-то вопроса. Может быть, вы здесь переживаете из-за того, что не решается благополучно какой-то юридический вопрос или какой-то вопрос с бумагами, документами в целом, то есть что-то не подписано вовремя или вот какие-то возникают разногласия, касающиеся документов. Дальше идет
идет пятерка пентаклей. Тоже как бы, да, не самая позитивная карта, потому что она о неудаче, о финансовых сложностях или потерях, которые могут быть, о том, что кто-то не получил какие-то деньги, возможно, или есть дополнительные расходы непредвиденные, может быть, на состояние здоровья, которое требует каких-то дополнительных вложений. Может быть, чувствуете просто, что в чем-то как не везет, или чувствуете, что по пятерке пентаклей здесь кому-то нужна помощь, возможно, кому-то из вашего близкого окружения, да, кому не везет, опять-таки, поэтому пятерка пентаклей, может быть, вы должны как-то вложиться материально, и опять-таки для вас это как потеря денег воспринимается. Но в целом это вот шаткость положения. Шаткость вашего положения или ваших будущих планов, как будто думаете, что что-то может провалиться, не удастся. Пятерка пентаклей. Давайте посмотрим еще, рыбки, что же здесь может быть еще. Карта туза мечей, понимание, что нужно решить какую-то проблему, или проблему со здоровьем, или проблему финансовую, возможно, действовать решительно и смело в этой ситуации, чтобы получить успех, да? То есть не сдаваться. И дальше королева пентаклей, земная стихия. Вы можете иметь какое-то важное дело, связанное с человеком земного знака, то есть девы, тельцы или козероги. Ну и в целом королева пентаклей, если речь о том, как вы себя проявляете по этой карте, то вы здесь стараетесь быть очень такими вот добрыми, отзывчивыми, внимательными к окружающим людям. Вы здесь очень сердечные такие, да? Можно говорить о том, что вы за сохранение стабильности и порядка в доме, в семье, в отношениях, на работе. То есть вы здесь очень трудолюбивы, знаете, как зарабатываются деньги, очень хозяйственно, практично дома. То есть все у вас четко и все по полочкам распределено, и все сытые, и обутые, и счастливы, да, потому что они чувствуют тоже от вас это как ощущение ауру, да, стабильности и уверенности в себе. Карта королева пентаклей. Вы можете также получать здесь какие-то деньги, вы можете здесь получить какое-то как вознаграждение наконец-то или какие-то выплаты, которые вы ждете. Королева пентаклей. Так, давайте посмотрим дальше для рыбок, что же здесь в четверг означает эта королева пентаклей, карта мага. Хорошее событие, как по волшебству. Вы очень хорошую энергетику излучаете, и вас вдохновляет то, что вы здесь делаете, и работа, которую вы делаете. И вы четко, ясно видите и понимаете ситуацию происходящую. То есть здесь действительно дело спорится, все удается. И в отношениях, в работе потрясающая карта. Дальше идет паж кубков. И здесь по пажу кубков хорошие новости могут быть. Могут быть хорошие возможности, которые вам выпадают. Какие-то события здесь происходят, которые вас приободряют и вдохновляют. И дают опять-таки веру на осуществление ваших желаний, ваших мечтаний. Давайте посмотрим, что же здесь еще имеется в виду в пятницу у рыбок. Здесь карта принц мечей, то есть вы понимаете, что благодаря вашим решительным действиям, вашей настойчивости, возможно тому, что вы здесь будете защищать то, что для вас важно, возможно вы здесь получите хороший шанс, опять-таки, или вы используете хороший шанс, который вам здесь дается, и действуете очень смело, очень решительно, то есть чтобы не упустить его, чтобы его не потерять, чтобы с кем-то о чем-то договориться, может быть, чтобы вовремя написать кому-то сообщение, или вот знаете, как будто бы вовремя нажать на нужные рычаги, чтобы получить то, что вам нужно, чего вы желаете, чего вы хотите. Карта тройка кубков, карта веселья и праздника, может быть, общение с такими вот здесь, не знаю, подругами, друзьями, с кем вы встречаетесь, может быть, вашими близкими. Но вы здесь веселитесь, вы отмечаете какое-то успешное событие или делитесь планами на будущее своими здесь среди людей, которые вас поддержат, которые тоже будут рады за вас, которые действительно искренне за вас порадуются по тройке кубков. В целом это карта любви, да? Это карта хорошая такая. Вместе с пятеркой мечей, при этом пятерка мечей, карта боязни потерять дружеское расположение, возможно, чье-то, боязнь что-то сделать неправильно здесь или показаться трусом, показаться слабым.
по тройке кубков, ну, как в коллективе или в компании друзей, да, боязнь опозориться в чем-то, тоже такое может быть, боязнь оказаться каким-то вот как будто бы человеком, который, ну, неправильно что-то сделал или неправильно поступил, и это будет высмеяно, допустим. Дальше король жезлов, огненная стихия, общение с, возможно, огненным знаком зодиака, это лев, овен или стрелец, либо вы здесь по королю жезлов достаточно можете быть, знаете, как будто честолюбивое воскресенье, можете что-то делать такое, что порадует вас, вы будете считать это успехом или достижением хорошего результата для вас. То есть это что-то, что поднимет вашу самооценку. Также вы здесь очень динамично, очень быстро реагируете на ситуации, как это делают огненные знаки. Вы такие очень активные, очень жизнерадостные, очень пылкие, да, то есть очень позитивно настроенные на успех, собственно, на удачу люди. Возможно, да, возможно, все-таки общение с огненным знаком. Но давайте посмотрим, рыбки, что здесь еще у вас есть на воскресенье. И десятка жезлов. Кто-то может работать в выходной день, кто-то может на себя взять очень много обязательств, но, скорее всего, с ними справляется и справляется успешно. То есть вам хоть и дается здесь, может быть, непросто то, что вы делаете, но вы взваливаете на себя там груз какой-то ответственности или дел, или домашних дел, собственно, но вам это удается. Вы успеваете со всем справиться, все успеть, все сделать. Единственное, что может быть какой-то момент недопонимания или скрытности с огненным знаком зодиака, если речь о нем, то есть какая-то недомолвка, размолвка, да, что-то вот он вам может не сказать, может быть, из благих намерений. Вы можете почувствовать, что есть какая-то между вами как будто преграда в какой-то информации, да, он не совсем вас ставит в известность о чем-то, что происходит в жизни такого человека. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для рыбок на неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, берегите себя и до скорого!